Namaskar to everybody. Мое здравствуйте вам всем, мой намаскар всем, With a great love с великой любовью and blessing и благословением from the Supreme Consciousness. от Высшего Сознания. Thank you for all of you Спасибо вам всем, who are the great soul. кто пришел сюда, потому что великие We души have an interest собрались здесь, которые имеют интерес to know the truth. узнать истину, You познать are the истину. searcher of truth. И вы все искатели истины. So I am pleased to see all of you. И мне очень приятно видеть вас всех здесь. I come from Himalaya Я приехал из Гималая, with the heart of the Himalaya. с сердцем Гималая. Heart is a doorway of Supreme Consciousness. Сердце есть врата к высшему сознанию. Heart is a doorway of great loves. Сердце есть врата к вселенской любви. When you live with the heart, Когда вы живете через сердце, then you don't feel any difference between anyone in this world. тогда вы не видите никакой разницы между всем, что существует в этом мире. I have not come for any religion. Я не приехал сюда для какой-то религии, или пропагандировать какую-то религию, или какую-то секту, или организовывать какую-то I am a yogi. I have организацию. just brought a love for yourself. Я йоги, и я пришел сюда, чтобы принести вам любовь. Любовь How to для live a всех. better life in this world. Как получить лучшую жизнь в этом мире, How to make a way как создать путь, to successful life in this world. чтобы получить успешную жизнь в этом мире. And how to find out doorway to the inner world. И как открыть путь, найти дверь во внутренний мир. Because we are human beings. Потому что мы человеческие We существа. have a great mind. У нас есть великий ум. We are here because of evolution of the mind. И мы здесь находимся, потому что есть некое развитие нашего Your ума. mind has given a great civilization. Наш ум принес нам великую цивилизацию. What today we see in this world, То, что вы видите сегодня в современном мире, it is all the creation of the mind. все это создано умом. All the civilization, Все цивилизации, all the religions, все религии, all the spiritual things, все духовные системы and all the knowledge about the world, и все знания о мире, об it is окружающем all мире, created by the mind. все это создано и разработано умом. But if you try to know that Но если вы попытаетесь узнать, it is your mind, you are not a mind, что это всего лишь продукт вашего ума, а вы не есть ум, then you have to find out who you are. тогда вам придется узнать, кто же вы есть на самом деле. If your mind can do such a great things, И если ваш ум может делать такие великие вещи, what is the mystery of yourself? то что же тогда можно сказать про вас What истина? divine treasure you have inside yourself? Те божественные сокровища, которые скрыты внутри вас. We are the gift Мы есть дар, by the nature. мы есть дар природы. We say nature as a God, Мы говорим, что природа — это как but Господь. God is not a person. Но Господь не есть какая-то личность. Everything in the world is a energy, Все в этом мире есть энергии. and God is also energy. И Господь тоже есть некая энергия. Whatever available in this world, Все, что доступно в этом мире, whatever can move in this world, все, что может двигаться в этом мире, whatever you can see, feel, and touch it, все, что вы можете почувствовать, увидеть, прикоснуться в этом it is мире, all known as energy. все это можно назвать энергиями, разными видами It is энергии. seen, it is unseen, И они могут быть видимыми или it невидимыми, is touched, it is untouched, они могут быть осязаемы или неосязаемы, it is available, они могут быть доступны для and it нас, is sacred. и могут быть тайными от нас. That form of energy is known as God. Но некая энергия также невидимая And и it is within everyone. непознанная нами, есть, которую мы называем Господь. И We она all have находится a внутри source. каждого из нас. И у каждого из нас есть некий источник, We have a two-way of journey. откуда мы вышли. И у нас, у каждого из нас, есть два направления путешествия, движения. A journey towards the world, Одно движение в сторону внешнего мира, a journey within yourself. и другое направление движения внутри себя. If you want to Своему help to центру. make your mind so creative, so powerful, so useful, Если вы хотите помочь своему уму стать еще более креативным, еще более мощным, еще to более use that сильным, mind, you have to use the electricity powers. то вам нужно тогда научиться пользоваться вашим неким внутренним электричеством. That electricity is the life energy within yourself. И это внутреннее ваше электричество мы называем жизненными энергиями. Жизненной Life энергией. energy is the support and creative
all the things in the И body. эта жизненная энергия поддерживает и заставляет работать все вещи, существующие в этом мире, все элементы мира. И если эти энергии активна, если она движется, тогда мы есть жизнь. Если это остановилось, тогда мы перестали быть в жизни. Но есть некий метод, который может насильно остановить эту энергию. Тогда вы окажетесь внутри самого себя, в центре себя. И вы тогда поймете, что такое тишина, которая находится внутри каждого из нас. И эта тишина и есть дорога к источнику всего, к началу всех начал. И эта тишина есть источник нас. Из этой тишины было создано все в этом мире. И сейчас мы находимся в состоянии активных энергий. Мы движемся с помощью ума. А ум создает и поддерживает цивилизацию. Ум занимается эволюциями. И этот ум дал нам все, что нам нужно в этом мире. Он дал нам весь комфорт, все языки, общение, все знания. И этот ум дал нам то, чтобы выжить в этом мире. Но по-прежнему так никто и не счастлив в этом мире. Несмотря на то, что все уже есть. Но все равно наше счастье не постоянно, но все время куда-то исчезает. Мы счастливы всего лишь на какое-то время. И это счастье приходит к нашему телу, счастье приходит к нашему уму. Это счастье связано с нашими органами чувств. И это приходит и уходит. И мы так и не остаемся в этом состоянии постоянного счастья. А это значит, мы чего-то теряем. И что бы мы ни делали в этом мире, это до сих пор не принесло нам столько счастья, которого мы хотим, то счастье, в которое мы можем поверить, как вечное счастье. Именно поэтому мы все продолжаем искать счастье через науку. Мы пытаемся найти это счастье через цивилизацию. И в конце концов мы обращаемся к духовному миру, к духовному поиску. И у нас в этом мире есть очень много великих людей. Они были нашими предками. Они работали как учителя, как мастера. Они были профессорами, докторами, учеными, которые развивали науки. И они также дали нам, все они дали нам много великих путей жить в этом мире. Но мы до сих пор не достигли состояния, лежащее за пределами ума. Мы по-прежнему находимся внутри нашего ума. И все, что мы имеем, это всего лишь удовольствие для нашего ума. И все в этом мире, вся наша жизнь стала всего лишь развлечением нашего ума. А этот ум ему начинает быть скучно. И сам ум требует каких-то перемен, требует какой-то трансформации. И поэтому наша жизнь так наполнена многими переменами и трансформациями. Мы меняем наши идеи, мы меняем наш способ мышления. Мы меняем наши личности и характеры. Таким образом, у нас есть много разных направлений действия ума, много измерений одного. И внутри нас скрыты много разных личностей. Но все это до сих пор так и не дало нам того, что вы на самом деле хотите. И по-прежнему вы находитесь в состоянии поиска. Вы все время ищете этого мира, и покоя, этого настоящего наслаждения и истинного счастья.
how to find out, where to find out. И как это найти, и где это получить. We have made this world so beautiful. И вы уже создали этот мир настолько прекрасным и красивым. We have made this world so attractive. Вы настолько сделали его привлекательным, этот внешний мир. We can pass a time Что вы можете проводить в нем много anywhere in времени, this world. в любом месте этого мира. But you cannot make useful time, Но вы так и не смогли научиться использовать время which can give you the great happiness of для pleasure. того, чтобы получить великое счастье, великое настоящее наслаждение и мир и покой внутри себя. The mind wants to change. Именно поэтому ум хочет изменить перемен. Mind wants to transcendent. Именно поэтому ум хочет выйти в новое состояние, на новый уровень. Because mind can change, have a change, mind can have a transfer. Потому что у ума есть такая возможность быть измененным, а также Mind выходить cannot на have a новый уровень. transcendent. Но ум не может сделать трансцендентный переход, достичь нового уровня. We have a physical world, У нас есть физический мир, we грубый have a мир, astral world, у нас есть астральный мир, we тонкий have мир, a cosmic и world, у нас есть космический мир, как мы and we называем, have визуальный. a body of the physical world, И у нас также есть тело, тело we have a body of физическое, the etheric world, и эфирное тело, and we have a body of the spiritual world, у нас есть тело духовное, and we have a body of psychic or mind world. и у нас есть тело ментальное. These four bodies can be transferred. И эти 4 тела, в которых мы живем, они могут поддаваться трансформации, их можно менять. И они, работая всех четверо, создают то, что мы есть. Это они заставляют чувствовать нас, что мы человеки, что мы человеческие существа, что мы мужчины или женщины. И ум может управлять и использовать только эти 4 тела. И наш интеллект может быть развит только внутри этих 4 тел. И вы можете принимать решения только на уровне этих 4 тел. Все ваши видения, все ваше воображение, все ваши мечты, это все не выходит за пределы этих 4 тел. Но есть также еще 5-е, 6-е и 6-е тело, и 7-е тело. И это уже относится к космическому миру. Но до тех пор, пока вы находитесь в состоянии ума или ограничены своим умом, то вы не можете достигнуть этого космического мира. Именно поэтому вам нужно практиковать, чтобы достичь состояния не ума. Чтобы выйти за пределы ума. В уме происходят только действия, там существуют какие-то активности и движения. И в уме происходит все воображения, все визуализации. И в уме происходят какие-то действия и противодействия. И этот ум так и продолжает работать с энергиями, создавая из одних энергий другие, из других третьи, меняя, трансформируя энергии в другие энергии. Но если вы сможете найти хотя бы немного времени, и обратить внимание на то, что у вас есть внутри, то, что у вас всегда было внутри, то, что мы называем неким промежутком. Представьте в себе любые 2 предмета. Когда бы вы 2 планеты или 2 тела, то между ними существует всегда пространство, некий промежуток, пустое пространство. И вот это пустое пространство есть центр некой гравитации, который притягивает, чтобы оказаться в этом состоянии пустоты, или выйти из этой состояния пустоты, какой-либо из этих 2 предметов. Внутри нашего тела, внутри наших тел, если вы вышли из одного тела, но не оказались во втором, промежутки между 2 телами, например, тело земли и тело воды, или тело воды, или тело огня, или телом огня и телом ветра, первые элементы, то между этими телами есть некая пустота, некое пространство.
Но если бы не было этого пространства между телами, мы не смогли бы сбалансировать никакие энергии. Мы не смогли бы сбалансировать даже эти тела. Если мы двигаемся в этом мире, если мы идем, шагаем по этому миру, или сидим где-то, то все равно есть обязательно какое-то пустое пространство между вами и другими. Все энергии этого мира балансируются именно системой полярности, системой противоположности, плюсом и минусом. Если вы попытаетесь попасть в этот промежуток между этими противоположностями, то вы получите большие силы и возможность понять, что же на самом деле означает ваше тело, что такое на самом деле ваш ум. В конце концов, обратите внимание на свою истинную сущность. У вас есть великая любовь, вам дана была великая любовь. У вас внутри есть великая преданность, а также у вас есть великая вера, чтобы получить успех в этом мире, чтобы стать активным в этом мире, чтобы создавать некие новые вещи в этом мире. Для того, чтобы делать это, вам необходимо использовать силу своей веры. Вера в то, что вы можете это сделать. И эта вера может быть вашей настоящей, истинной верой. Вера как верование, а может быть изменена, но есть вера в форме истинной веры. Это вера до конца. Ее уже нельзя изменить. И верование всегда связаны с сомнениями. Но истинная вера уже не имеет сомнений. Внутри вас есть это чувство истинной веры. Но то, что живет внутри нашего ума, может быть только верование. И поэтому наши верования все время меняются. Но как только мы достигаем состояния истинной веры, это никогда уже не будет изменено. И это может открыть ваше сердце. Это может открыть ваш ум. И это может принести вам некое единение всех своих существ, объединение внутри себя. Если ваше сердце открыто, тогда ваша любовь может стать вселенской любовью. Ваши мысли могут стать вселенской мыслью. И тогда ваше сознание становится вселенским сознанием или хотите космическим сознанием. И тогда вы можете по-настоящему начать думать о других. Начнете по-настоящему чувствовать других. И вся ваша энергия будет работать в системе коммуникации в связи со всем миром, с энергиями всего мира. Как человеческое существо, как человек, вы рождены, наделенные такими силами, что вы можете использовать это для других. А также можете использовать этот мир для себя. Но будучи умом, или будучи индивидуальным телом, своим личным телом, вы не сможете вступить в контакт со всем. Потому что у ума есть ограничения, у тела есть ограничения. Ваше тело может жить только в этом мире, который мы называем Земля. Но если это выйдет из этого мира земного, то это тело потеряет смысл. Для этого вам придется поменять тело. Чтобы выйти за пределы этого мира, вам придется покинуть это тело и остаться в другом теле, которое хранится внутри этого тела. Свое тонкое тело. У вашего тела есть сила концентрации. У вашего тела есть сила эволюции.
Your mind has a physical awareness. У вашего ума есть также способность развиваться. И у Your вашего mind ума has есть a subconscious способность, mind. некая способность осознанности, к осознанности. It can be developed. И все это можно развивать. Можно развивать даже свое подсознание. Wherever you want to go. Для того, что вы хотите делать в этом мире. If you are awake, если вы пробуждены, nothing is far away from yourself. Тогда ничего нет невозможного для вас. If you are asleep, но если вы спите, then you are living in the ignorance. Тогда вы живете в состоянии невежества. We have to check ourselves. Поэтому вы можете проверить самого себя. Are we living in the ignorance? Живете ли вы в невежестве? Are we living in the awakening state? Или вы живете в состоянии пробуждения, в состоянии бодрствования? We are not permanent here. Мы находимся здесь, в этом мире, не навсегда. We don't know how many times we have come in this world. Мы не знаем, сколько раз мы уже приходили в этот мир и уходили из него. But your mind has the experience. Но ваш ум помнит о всех ваших приходах и уходах в этот мир. И в этом уме есть некая зона, которую мы называем подсознание, где хранится память о всем вашем прошлом, о всех ваших прошлых жизнях. Если вы захотите практиковать, чтобы открыть эту зону подсознания, вы можете узнать, узнать и посмотреть внутрь себя. Кем вы были в своих прошлых жизнях и что там было в вашем прошлом. И это может делать только человеческий ум. Ваш ум настолько великая вещь, что может рассказать вам все о вашем прошлом. Он может также собрать информацию отовсюду в этой вселенной. Этот ум двигается быстрее, чем все, что есть в этом мире. И если вы однажды познаете, что это всего лишь ваш ум, а вы не ум, если вы не будете потеряны умом, потому что если вы потеряны внутри своего ума, то ум обязательно сделает вас рабом. Потому что в уме скрывается великое эго. И этот ум начинает притворяться душой, притворяться истинной сущностью, притворяться вами истиной. Но этот ум на самом деле не есть ваша истинная сущность. Он ничего не может делать, но он заставляет вас думать, что он все делает и что он есть все. Если вы однажды сможете понять, что вы не есть этот ум, тогда вам придется спросить себя, кто вы, где вы. Вы можете вспомнить, иногда у вас бывают переживания, когда вы остаетесь в состоянии не ума, когда у вашего ума нет. Или наоборот, вы сейчас сидите здесь, в этом зале, а ваш ум где-то находится далеко. Ваше тело находится здесь, в зале, а ваш ум где-то ушел, бежал далеко. Тогда вам нужно спросить себя, кто смотрит за этим умом, кто чувствует это тело в этом зале и смотрит за умом, который находится в другом месте. Кто этот свидетель, который скрывается внутри вас? Кто этот свидетель, который имеет осознанность о вашем уме и осознанность о вашем теле? И если вы сможете развить это чувство свидетеля, эту осознанность своего тела и осознанность своего ума, и попробуйте найти свой истинный источник, свою истинную сущность, свою самость, как говорится, тогда вы сможете понять разницу между вами и истинами и вашим умом. И когда вы поймете эту разницу, вы сможете стать полноправным хозяином своего ума. Но сейчас ум есть хозяин. И ум поработил вас. Именно поэтому вы теряете то, что вам так необходимо. Вы не находите в этом мире то, что вам так нужно. Именно поэтому вы не можете начать идти по правильному пути. Потому что ваш ум сбивает вас с толку. Он заставляет вас
делает что-то для него, он использует How вас. to liberate from the mind? Как же получить эту свободу от этого ума? That liberation of mind is your freedom. Ведь эта свобода от ума и есть истинная свобода. How to become not a mind? Как достичь состояния не ума? Every intellectual person, Любой интеллектуальный или умный человек, every religious person, любой духовный человек или религиозный человек trying to make you будет стараться feel that заставить вас почувствовать, you are not an ordinary person. что вы не есть обыкновенный человек, Within you, что внутри вас everything is there. находится все. This world is created and created by nature, И этот мир создан природой, and it is beautified by mind. и он красив, потому что создан природой, но ваш ум сделал его еще более красивым. But Он who его has created it? изменил. Но кто же создал вас? Who is living inside your body? Кто живет внутри вашего тела? You have to find out. Вы сами должны узнать это. What is the road? Где лежит эта дорога? What is the doorway to go inside yourself? Что такое врата внутри себя, ведущие к себе? Everything inside you. Потому что все, что вам нужно найти, находится внутри вас. Будь то нервные системы, или чувства, органы чувств, или ум со всеми его частями. Все это может быть мостом между вами и этим миром, или между вами и этим миром, и вами и этим вашей душой, вашей истинной сущностью. Вы думаете, что вы есть тело, вы думаете, что вы есть ум. Этот ум как раз и заставляет вас так думать. Потому что этот ум может быть развит в любом направлении. Но иногда ваш ум дает вам некий шок. И он напоминает таким образом, что я не есть истина. Что я, наоборот, покрываю истину, закрываю ее. И чтобы использовать, чтобы получить прямое переживание истины, чтобы познать истину, вам придется покинуть этот ум. Вы понимаете это иногда. И он сам вам говорит, что до тех пор, пока я с вами, пока я буду управлять, я буду создавать все новые и новые вещи, все новые и новые миры. Потому что когда я перестану быть активным, говорит он, тогда начнется тишина, тишина внутри, внутренняя тишина. И в этой внутренней тишине ум не может работать. В этой внутренней тишине энергии не могут работать. В этой внутренней тишине все нервные системы и все чувства и органы чувств перестают работать. И тогда вы достигаете в этой внутренней тишине некого состояния ананды, если благости есть, или блаженства. Вы начинаете понимать, что там внутри есть некое истинное сознание или истинная осознанность себя. И вы начинаете осознавать себя внутри себя истинно. И вы начинаете понимать, что Господь есть внутри вас, что вот эта ваша истинная сущность и есть Господь. Что Гуру, который вам поможет двигаться, есть внутри вас. И что вы всегда были просветлены внутри себя. Эта тишина, эта внутренняя тишина как раз и приносит вот это просветление или самореализацию, о котором мы так много говорим. Но это все может случиться только с вами, на вашем личном опыте. Когда вы дадите самому себе возможность стать абсолютной тишиной. Это жизнь, это есть активная энергия. И некие созидательные, креативные энергии активируют эту жизнь постоянно. Но растворение ума приводит к переживанию самого себя истинного, своей истинной сущности, или души, если хотите. Как вернуться к этому? Как вернуться к тому, из чего все это вышло? Как выйти за пределы тела и ума?
How to look into yourself. Как начать смотреть внутрь себя, в свою душу. How to dive within yourself. Как утонуть внутри себя. Because you have everything within you. Погрузиться внутри себя, потому что там у нас есть все. Whatever you are getting today in this world. Все, что вы получаете сейчас в этом внешнем мире. All the creativity. Вся эта созидательность. All the experiences. Все эти переживания, все эти опыты, все эти чувства. All your love. Вся любовь. All your devotion. Преданность. All your activities. Вся ваша деятельность. Is coming from inside. Все это на самом деле изначально проявляется изнутри вас. Nothing is coming to aid you from Ничто outside. на самом деле не приходит к вам снаружи, из внешнего мира. Everything И все, has come from the inside. что у вас есть, в конце, по сути, появилось изнутри вас. The truth is also waiting inside you. И истина также ждет вас внутри вас самих. If you can become a time. Если вы можете стать временем, настоящим временем, которое мы называем вездесущее настоящее время, в котором нет ни прошлого, ни будущего, где вы сможете оказаться здесь и сейчас. Если вы сможете забыть про прошлое и про будущее, оказаться здесь и сейчас, тогда вы получите переживание своей внутренней сущности, истинной сущности. И это путешествие будет путешествие одиночества. Вам там в этом месте, здесь и сейчас, не будет ничего другого, кроме вас. В этом внешнем мире вам необходимо жить с созидательным умом, с креативным умом. Вам нужно использовать мир для этого внешнего мира. Вам нужно использовать это тело для внешнего мира. Для того, чтобы получать переживание этого внешнего мира. Вам нужно тело, вам нужно ум. Но иногда вам нужно находить время для себя собственного, для своей души. Время, которое вас отправит в эту внутреннюю тишину, в эту внутреннюю пустоту. И это время, которое настоящее, которое здесь и сейчас, может быть получено вами. Вы можете практиковать ради этого. И тогда вы получите глубокое переживание. Вы также получите великую любовь. Любовь, которую можно назвать вселенской любовью. Чтобы развить свою преданность или благородство, чтобы достичь состояния вселенской симпатии, вселенской благодарности, чтобы стать полезным для всего мира. Потому ваше тело, по сути, есть мини-вселенная. Все, что случается в этом большом вселенной, в этом макрокосмосе, все случается внутри вас, в микрокосмосе. Все, что происходит внутри вас, это имеет влияние на всю вселенную, на весь мир. Если вы хотите получить переживание всей вселенной, тогда вам нужно будет открыть этот мини-вселенную внутри себя. Если вы хотите использовать, получить переживание себя как чистой души, как атомы, как самости, тогда вам нужно остаться одному, без ума, без мыслей, без пониманий. И это путешествие одиночества, только где есть душа и больше ничего. И есть путь к просветлению. Но чтобы жить в этом мире, вам нужно уметь использовать свой ум. Вам нужно уметь концентрировать этот ум. Вам нужно понимать, как он работает, чтобы создать этот мир пригодным для жизни, чтобы получить хорошее место для жизни в этом мире, чтобы получить хорошую жизнь в этом мире. Но при этом вам надо помнить, что вы человеческое существо, что вы создали этот мир, чтобы жить в нем кооперируясь. Вы рождены здесь благодаря природе. Поэтому вам нужно кооперироваться и координироваться с природой.
then there may be a time for yourself. И при этом вам нужно стараться найти время для себя, для своей души, для поиска своей души. Вам нужно познать. A small time for yourself. Вам нужно найти хотя бы немного времени, To understand. Чтобы начать понимать. This world. Этот мир. This mind power. И силу вашего, этот ум, силу его интеллекта. Но также вам нужно начать понимать, что же такое есть ваша истинная сущность, кто вы есть на самом деле, что значит быть за пределами ума. И это состояние за пределами ума, это попытки стать не умом, и будут ваши медитациями. Если вы практикуете это состояние не ума, то все, что вы начнете переживать в этих состояниях, это будет ваше личное переживание, ваше напрямое душевное переживание в душе вашей. И в этом состоянии у вас не будет никаких сомнений о происходящем. И никаких вопросов. Если, находясь в этом состоянии, ваше эго начнет разрушаться. И вы начнете получить возможность жить и в этом мире, и в других мирах. Наполненные радостью, с радостью и с празднованием этой жизни. Благословит вас Господь, чтобы у вас была красивая и прекрасная жизнь в этом мире. Чтобы вы нашли место для себя в этом мире. А также, чтобы вы нашли время для познания собственной души, своей истинной сущности. Спасибо вам большое. Если у вас есть возможность, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Будем молиться. Можно? Можно спросить? Пожалуйста. Я хотел спросить, то есть личность, справедливость, любовь, все это концепции ума, и это все ум, и это, ну, то есть нет смысла. В чем смысл? Ум все это делает, правильно? Личность, это концепция ума. Любовь, это тоже, или нет? Вопрос был. Вы слышали вопрос? Секундочку. Кто хочет задать вопрос, вы сюда выходите, берите микрофон и говорите. Хорошо? Всем будет слышно и будет понятно. Микрофон лежит здесь. Вопрос был справедливость, личность и любовь. Это все есть продукт ума или нет? Правильно понимаю? Это есть культура ума. Все культуры созданы умом. То есть понятие у ума есть некая сила принятия решения, возможность принятия решений. Но, к сожалению, эти решения несовершенны, неправильные. Ну, не совсем правильные. А личность — это некое приукрашение, которое делается умом. У ума есть много измерений, или он может работать на многих направлениях. У вас есть некая внутренняя сущность, или душа, то, что мы называем душой. Она находится за пределами ума. У вас есть мирской ум, или ум, работающий с умом. У вас есть мир этого ума, но у вас есть также мир, и у вашего ума нет. И мы называем мир умом. Это физический мир, внешний мир, элементальный мир. Но существует некий космический мир, или казуальный мир, где уже ума нету. И все, что мы видим сегодня во всех цивилизациях и культурах, или даже в религиях, это все есть продукт ума, создание ума.
Это ум, который придумал, как принимать решения, как существовать. Это ум, который придумал законы и порядки, запреты и разрешения, чтобы создать в этом мире жизнь лучше. Это все есть сила ума. Но любовь, если мы говорим об истинной любви, это уже функция сердца. Если любовь организованная и сделанная любовь или придуманная любовь, тогда это продукт ума. Но если любовь случается сама по себе, без какого-либо выбора, без каких-либо анализов и оценок, тогда это настоящая любовь от сердца. За пределами ума. Потому что сердце никогда не придумывает ничего. Сердце работает только с истиной. Всегда говорит правду. Но ум начинает думать и сбивать на стол. Он начинает взвешивать и оценивать. И он может научиться любить, а может научиться ненавидеть. Но сердце может только любить. При этом любовь это будет вселенская любовь. Вселенская любовь, в которой нет никакого различия между чем угодно и кем угодно. Вот что имеется в виду под названием вселенская любовь. Спасибо. Спросите у тех, кто хочет еще спрашивать. О чем может свидетельствовать давление на макушке постоянное, сильное такое очень? И что при этом делать лучше всего? Это бывает, когда праны работают. У нас есть система вдохов и выдохов. Это связано с пранами. В данном случае у вас больше распределение энергии, идущей наверх, позволяющей энергии идти наверх. Может быть, во вашем детстве ваша мама не сильно гладила вас по голове, как обычно мамы делают. Но это не значит, что это плохо или хорошо. Ничего особенного в этом нет. Здравствуйте. Мне сказали, что вы дикши давайте. У меня такая просьба. Вы могли бы в воскресенье дикши давать? Дикши дают. Это так? А что такое дикша? Давайте. А что такое дикша? Я слышу много разных понятий. Все, я поняла, вопрос становится. Значит, хорошо. Надо включить его. Да, спасибо. Я хотела спросить, речь идет каким образом у вас это получается? Я не лечу, говорит Баба. Любовь лечит. Любой может лечить, если у него есть великая любовь. У каждого есть энергия лечить кого-либо. Можно просто молиться об этом. Если у вас есть вера, вы можете лечить кого-то. Мы не можем сказать, что мы кого-то лечим. Добрый день. У меня такой вопрос. Два вопроса. Первый. Это Веды. Это тот источник, который привнесен с севера, как утверждают некоторые артефакты, или он на хранение существовал именно в Индии? We have not seen.
We have not seen from where it has come. Мы не можем сказать, потому что мы не видели, говорит Бабаджи, откуда пришли веды. Но насколько мы учили, насколько нас учили, насколько мы читали, что веды были записаны в Гималаях. И тот, кто записал эти веды, его звали Вьяса, Риши Вьяса. Он верил в Бога. Мы верим в богов, во много разных богов. И это было рассказано Шивой. Шива рассказал это Брахме, создателю. Было создано Ригведа, Яджурведа, Самведа и Атарваведа. 4 веды вышли из 4 голов Брахмы, создателя. Но записал это на бумагу, прилал этот на язык этому Вьяса, Риши Вьяса. И мы знаем только вот это, как нас учили. Где-то написано там. Спасибо. Второй вопрос. В книге о Гималаях вашей я наткнулась на главу, где сказано о прощании с матерью. Вы встречались с матерью, общались с ней, и знаете ли вы Сатпрема? Сатпрема? Yes, I met. I know Fred's mother. Я встречался с матерью. I met her window also. I met his mother also. Я встречался с Ауравиндо. I met Pandits and many people from the window ashram. Я много встречал людей из Ауравинда ашрама. I don't know who is Satprema. Я не помню, к сожалению, никого по имени Сатпрема. Может быть, я с ним встречался, но я не помню его по имени. Уважаемый Байло Баба, Бабаджи, тут такой вопрос. Как научиться принимать любые ситуации, даже самые неприятные? Естественным образом у нас есть некая сила восприятия или сила восприимчивости. Поэтому нам нужно практиковать. Как управлять этой силой восприимчивости, как воспринимать. Все, что мы практикуем через энергии жизни, которые мы называем пранами, разными видами праны. Есть прана, апана, самана, удана, вьяна. Это все разновидности праны, которые работают и занимаются разной деятельностью внутри нашего тела. И также во всей Вселенной все сбалансировано и разделено также через эти праны. Благодаря этим пранам есть некое движение в природе. И управляя, как правильно управлять этими пранами, мы можем балансировать себя внутри. И таким образом мы можем воспринимать, увеличивать силу восприимчивости. Для этого нам нужна вера. Потому что вера — это есть некий центр, который открывает некое притяжение внутри нас, который притягивает. И когда это чисто, когда вы можете воспринять все, что вы захотите, ваша воля может работать, и ваши желания могут исполняться. И для этого вам нужна вера, вы должны верить в это.
Праны можно практиковать с пранами, научиться управлять пранами, чтобы развивать эту силу восприимчивости. Еще такой вопрос. Нет ли у вас обиды, досады за людей, которые не стремятся развивать свое тело, ум и душу? Которые что не стремятся? Не стремятся развивать тело, ум и душу. It is the environment. Это есть некое окружение, еще и среда. It is the family genetic relation. Это есть семья, некие генетические особенности. Who has gone for certain reason and depression. Certain reason gone in depression. И люди, которые по определенным причинам достигают депрессии, Those type of people don't like the world, don't want to develop. эти люди не хотят развивать свое тело, не хотят жить в этом мире, не хотят развивать свой ум. It is their way of living. Бабаджи, то есть вопрос, что люблю я, не люблю, вообще не стоит для Бабаджи. Это есть. They want to separate themselves. Они хотят подсоединить себя от мира, Бабаджи говорит. People welcome them, people watch them. Некоторые люди помогают им, некоторые люди не любят их, некоторые любят их. But such an environment, such a society will not receive. Но в целом для общества это неестественно. Общество не любит людей как подобного рода. They need a psychic change in their minds. И они будут стараться изменить этих людей Psychological change can be done. через психологию Live in this world. или через какие-либо другие способы, чтобы они начали заниматься внешним Mind миром. without a desire cannot grow in this world. Потому что человек без желаний не может жить в этом мире, не может развиваться в этом мире. They must be given hope and desire. А они должны иметь некие надежды или желания, They can physically чтобы жить в этом мире. Тогда они будут физически или ментально работать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а Бог есть и в нас, но есть ли Он где-то далеко, в космосе? И правда ли то, что туда уходят души наши, в Него? I said, we say Bhagavan. Мы говорим Бог, мы называем это слово. It is name given by us, Но это имя, которое придумали мы. but it is a life energy. Но на самом деле это есть некая жизненная энергия, In Sanskrit we say prana. которую на санскрите называют прана. That is an omnipresent time. А также это можно назвать вездесущее время, That is available in everything, everywhere. которое доступно везде и всегда. That nothing can survive in this world И ничто не может выжить в этом мире without that. без этой энергии, без того, что мы называем Бог. We human beings given name as a God. Мы как человечество назвало это Богом. But it is a prana. Но это есть некая прана, которая доступна везде и всюду. Спасибо. Следующий вопрос. Может ли человек, а именно имеет ли он на это право управлять разными видами энергии? Sakti energy means we have a certain limitations. У нас есть некие ограничения. We can use physical energy, Мы можем использовать физические энергии, we can use astral energy, мы можем использовать астральные энергии, which is available in contact of us. которые доступны нам. We can Мы можем grow, вступать в контакт с ними, but we can grow но мы можем расти, to use the cosmic energy. точнее развиваться, чтобы получить доступ к космическим энергиям, к визуальным энергиям, энергии визуального мира. Your body is a
Потому что мы состоим из нижнего сознания, из низшего порядка, среднего порядка и высшего сознания. Или из физического тела, из грубого тела, из тонкого тела или из визуального тела. В принципе, человеческие существа может использовать энергию на всех трех уровнях, во всех трех мирах. И только если у него есть силы и решимость для практики, чтобы научиться ими использовать. Ваш ум настолько обладает такими возможностями, и только любит приключения, что он готов получить приключения или переживания всего в этом мире, в этом мироздании. И любая энергия, которая доступна в этой вселенной, ум хочет научиться использовать или управлять этой энергией. Спасибо. Уважаемый Павел Паваджи, вы нам сегодня очень интересно и доступно рассказали о путях достижения вселенской любви, или, как еще называют, безусловной любви. Вопрос у меня такой. Вселенская любовь и любовь евангельская, христианская – это идентичные понятия или между ними есть какие-то отличия? Спасибо. Можно я спрошу ту любовь, про которую говорил Иисус Христос? Это та же самая любовь, про которую говорил Иисус Христос. Любой просветленный мастер или те, кто есть аватары, они говорят об одной и той же любви, о той же любви, о которой говорил Иисус Христос в свое время. И это та самая истинная любовь или совершенная любовь, которая доступна в чистом состоянии сознания, которая доступна в состоянии космического сознания. Вселенская любовь. Такой вопрос. Как найти свое место в жизни в этом воплощении? Если вы работаете с эго, тогда вы можете найти место в этом мире, внешнем мире. Этот мир, у нас есть мир соревнований. Вам придется концентрировать все свои энергии и использовать все эти энергии как силу. Но если вы хотите познать истину, тогда вам придется в первую очередь бросить эго. И тогда вы сможете познать эту истину, найти свое другое место. Внутри себя, не в этом мире, а внутри себя. Добрый вечер. А что такое вообще любовь? И является ли она самым своим чувством и энергией? Love is a universal power. Любовь – это вселенская сила. Или это заставляет двигаться все в системе притяжения, привлекательности, если хотите. Любовь есть не сама по себе сила притяжения. Эта любовь имеет силу привлекать, притягивать, заставить что-то почувствовать или что-то реализовать, познать. Любовь – это некая креативная энергия. И именно она создала все вселенные и миры. И мы сами рождены благодаря любви. Любовь есть источник всего. Источник, чтобы создавать союзы. Союзы вам везде и всюду. Такой вопрос. Если человека сопровождает на фото белые шары в виде одуванчиков, с чем это связано? И если в голове поют цикады, что это означает? Спасибо.
We have millions of souls. У нас есть в этом мире миллионы душ, Not born, которые еще не рождены в этом мире. they can move anywhere. Они могут двигаться везде. They come as a light. И они иногда проявляются в виде света. Wherever there is a peace place, И где бы ни находилось мирное, спокойное место, wherever there is a active energy, где находятся некие they gather. активные энергии, они собираются там. The environmental, the peaceful weather, they attract them. Потому что эти энергии, этот мир и покой в этих местах, Good thinking, good они feeling, привлекают такие души. Хорошие чувства, хорошие энергии привлекают души. so they come in the cameras. И они собираются в этих местах, и иногда их можно увидеть на камере в виде этих белых See, кружочков, they are moving also. как одуванчики. Можно иногда даже увидеть, как они двигаются. Здравствуйте. Я хочу задать такой вопрос. Можно ли достичь состояния неума, стать любовью и прийти к Богу иным методом, как не через медитацию? Meditation is called no mind. If there is a lovers, in love there is a silence. Медитация и есть состояние неума. И есть состояние неума и есть медитация. А в любви, настоящей любви, и есть та самая тишина. Any action of forceful energy, Любое действие, любое использование энергии it has a gap. Обязательно содержит в себе некое пространство, пустоту. That gives to create another force. Именно благодаря вот этому пространству между разными энергиями позволяют этим энергиям работать и создавать другие энергии. That gap is a love attraction. И вот эти энергии, вот эти пустоты и есть притяжение, которое мы называем любовью. If we try to become silence, Если вы попытаетесь стать тишиной, if you are doing anything, try to keep silence. если вы делаете что-либо для того, чтобы стать этой If you are тишиной, walking, just stop it, be silence. или вы просто идете, и вдруг остановились, чтобы If you are замолчать, thinking, just чтобы- stop the thinking, be Если вы silence. думаете, и вдруг перестали думать, чтобы просто замолчать, чтобы стать That тишиной, all activities you can become no mind. тогда во всех этих практиках, в результате всех этих практик вы можете стать тишиной, то есть состоянием не ума. Too much hard work also mind get Вы tired. можете очень много тяжело работать, чтобы устало и тело, и ум. Then you go into immediately relax. И после этого сразу бросьте работать, перестаньте работать. That relaxation is also Перейдите no в mind. состояние релакса, полного расслабленности, и вы можете достичь состояния не ума. Спасибо. Уважаемый Бабаджи, что вы думаете о свободе воли и о силе воли? There is freedom of no mind is there. Существует свобода в состоянии не ума или свобода от ума. Freedom of will is not there. Не существует свободы воли. Anything freedom in the world is not there. Не существует никакой свободы в этом It мире. is an order Это все trying to время, make freedom. все, что есть в этом мире, есть подчинено какой-то системе и какому-то порядку. Все существует по It is какой-то created по only as a каким-то way of законам. freedom. И все разговоры о свободе созданы для того, чтобы поддержать этот порядок. One can be only free if there is no mind. На самом деле любое существо может быть свободно в этом мире только если оно достигло состояния не ума. It is the mind who is claiming all the Потому что именно ум и занимается ограничением и порабощением этой свободы. If there is 1% mind, then the freedom is there. Если даже у человека всего лишь 1% ума работает, существует, активный, то уже нет никакой свободы. Right. Спасибо. Намасте. Скажите, пожалуйста, мы сейчас являемся людьми пятой расы, должны перейти в шестую расу, на грани перехода. Считается, как вы считаете, мы перейдем от человека ума к человеку сердца или к человеку любви? И вообще, скажите свое мнение об этом переходе, в конце света, который грядет в декабре. Как вы к этому относитесь?
Спасибо большое. Книги читайте, никакого конца света вам никто не предрекал. Иисус в небе явится, когда Отец Небесный волю свою проявит. Я не могу это слышать. Не можете выйти. Не выйду. Но это ересь. I have spoken to the World Conference of United Nations. Я говорил в ООНе Nothing is going to happen in 2000. о том, что ничего не собирается случиться в 2012 году. It was fears created by big businessmen. Эти страхи были созданы людьми, которые хотели заработать денег, чтобы просто у них пошел лучший бизнес. And great forecasters, scientific. И величайшие ученые и предсказатели будущего, и астрологи подхватили эту погоню. Вы уже посмотрели на половину 2012 уже больше. И вы должны быть очень внимательны вообще. Что наши науки современные развиты настолько сильно в таких направлениях, что если их предсказывания не собираются случаться, то они могут насильно привести эти события. Они могут создать цунами в океане, они могут создать землетрясение, где захотят. Потому что у них может быть такой бизнес-план. И это не связано никак с религией. И это даже не связано с политикой. Это всего лишь зарабатывание денег. Это за пределами духовности и политики. Это бизнес. И если в 2012 все-таки ничего не случится, то будьте уверены, что они будут рассказывать про 2020, про 2016 или про 2022 год. Что что-то будет случаться. Это всего лишь попытка снова заработать на мире. И вы, как умный человек, можете посмотреть на это все и понять это. Потому что это слишком много пропаганды и рекламы, чтобы создать просто страх в этом мире. Мы ничего не чувствуем и совершенно не ожидаем ничего такого глобального и в этом и в следующих годах. Уважаемый Бабаджи, как можно избавиться от личности эго? От личности и эго? Эго. Как можно избавиться от эго? Или так. Самым простым способом, которым мы объясняем всем в Индии, молитесь или медитируйте. Если вы молитесь, это будет возможно. Если вы медитируете, то тоже будет возможно. Больше мы не знаем других путей. Эго очень могущественно, очень сильно. Это оно создает ревность, злость, агрессию, соревнования. Спасибо. Добрый вечер, Бабаджи. Скажите, пожалуйста, какие практики вы используете при обучении, используете ли вы крия-йогу? Если да, могу ли я задать вопрос в конце по практикам? Я практикую крию, у меня есть некоторые проблемы, возникли некоторые. О криях лучше спрашивать на семинаре, который будет посвящен йоге, и Бабаджи там будет в частности объяснять. As per our knowledge, так, насколько я знаю, maybe Kriya Yoga is written by autography of Yogananda. Вот крия-йога была создана для Йогананды Парамахансы. Как учение. Но для нас, имеется в виду в Индии, и для Бабаджи в частности, все техники, которые используются в йоге для достижения медитации, будь то пранаямы, асаны, банхи, мудры, это все называется крия-йога. Крия на санскрите означает техника.
Не просто сидеть и медитировать, а что-то делать. Мы говорим, что этот мир весь существует благодаря работе 3 основных сил. Сила воли, которую мы называем еще силой желания, силы деятельности, которую мы называем крия-шакти, и сила знания, которую мы называем джняна-шакти. Все, что есть, все йоги, все, что существует в этом мире, все существует благодаря этим 3 силам. И одна из этих сил связана со всеми 2 другими. Если вы достигаете совершенства в одной хотя бы этой силе, силе желания, силе деятельности или силе знания, то вы сможете достичь совершенства в 2 других силах. Но в современном мире так много умных учителей появилось, интеллектуальных учителей, которые придумали очень много имен и много очень техник, и дали многие имена новые старым техникам. И все это распространили по всему миру. Но какие крии техники были раньше, они такими же и остались. Для нас, говорит Бабаджи, нет никакой разницы между какой-то одной йогой и другой йогой, между крия-йогой и анга-йогой. Добрый вечер всем здесь искателям и любителям. У меня такой вопрос. Говорят, осознанность это то же, что и любовь это то же, что и осознанность. Но я заметил, исходя из своих практик, что когда я осознан, я не чувствую любви, я чувствую полную беспристрастность ко всему. Когда я люблю, я чувствую наоборот все чувства, привязанность ко всему миру. Могу ли я идти 2 путями? Иногда это отречение, полная осознательность, внимание, бдительность, в которой нет никаких чувств, не пускается ничего туда. Или сердце, когда открытая анахата, и все туда залетает, пропускается и улетает дальше. Какой путь более для меня весомый? My dear, this is beautiful world. Now it is your mind. It is your mind. Это ваш ум, говорит Your Бабаджи, mind is a confusion. который путает вас. The awareness is the system of separating. Осознанность есть система сепарирования, отделения от всего и вся, что не есть вы, что не есть вы истинный, заставляя вас остаться тем, кто вы есть на самом деле, один, без всяких таких принадлежностей. В осознанности нету никаких чувств, никаких симпатий или антипатий. Осознанность будет отделять вас от вашу истинную сущность от всего, что это не есть. Вы начнете, практикуя осознанность, вы начнете понимать, что все, что у вас есть, все, что вы о себе думаете, это не вы. Это ваши принадлежности. Тело принадлежит вам, но это не вы, ум и так далее. Разум. Но любовь — это абсолютно другая энергия. Любовь — это есть сила притяжения. Это есть магнитная сила, которая тащит вас. И это, можно сказать, преданность и любовь, которая может принести вам медитацию. Это может быть молитвы, может быть молитва с преданностью, может создать любовь. Медитация может развить любовь, но неосознанность. Спасибо. Мы понимаем ваше желание узнать ответы на все ваши вопросы, но мы предлагаем вам задать последний, самый лучший вопрос. И один момент. Самое удивительное, что все ответы на ваши вопросы вы можете узнать вот из этой книги. Книги «Говорят Гималая», которая есть у наших гуру-братьев. И поверьте, здесь есть абсолютно все ответы, абсолютно на все ваши вопросы.
Ждем вопрос. Сайра, я себя считаю последователем Шри Сати Саи Бабы. Ну, как бы мой учитель Шри Сати Саи Баба в этом теле в это время. Ну, так как у меня было такое видение, как бы ко мне приходит мудрец, и меня спрашивает, как бы это было во сне. Но Баба несколько раз приходил ко мне в физическом теле. Я общался, я имею материализованные предметы от Бабы. И, ну, я считал его своим учителем. А тут мудрец мне говорит, он меня спрашивает, кто твой учитель? Я спонтанно говорю Шри Юктешвар. Потом он мне говорит, а он пока на земле, тебе надо многому у него научиться. Я просто спросил, где он находится и как мне будет. И поэтому я хочу задать вопрос, что, как мне быть и кому, у кого всему научиться, чему мне надо научиться. It is your faith. Это ваша вера. If you see Satya Sai Baba in the dream, it is your faith. Если вы видели Сай Бабуджи во сне, то это потому, что вы верили в него. Но если вы сбились, запутались, то это значит, что ум запутался. Что бы вы не верили, это верование, оно может быть всегда изменено. Там, возможно, всегда возможно сомнение. Но та духовность, про которую мы говорим, требует истинной веры, которая даст вам все. Потому что вера, истинная вера, она не связана ни с Бабой, ни с Сай Бабой, ни с Полет Бабой, ни с какой-нибудь другой Бабой. Это вера, это ваша личная энергия, которая приходит напрямую из вашего центра, изнутри вас. И это как раз она дает вам все в этом мире. Оно заставляет вас двигаться. Вы пришли сюда, потому что верили, вы уйдете отсюда, потому что поверите что-то другое. Эта вера заставляет вас делать все, думать все, хотеть все. Если вы поверите по-настоящему в самого обыкновенного человека, то этот обыкновенный человек даст вам самую большую мистерию вашей жизни. Потому что на самом деле все величие этого мира находится внутри вас. Но ваш ум сбивает вас с толку. Вы считаете себя не таким великим, но ищете великих людей снаружи себя. Пожалуйста, вернитесь к себе истинному, к своему величию. Поверьте в то, что там есть ваша истинная сущность, ваша душа. Поверьте в свою карму, что вы можете все сделать, что вы уже много что сделали и можете делать все, что захотите. Поверьте в свою карму, в себя. Если ваш ум смог создать этот прекрасный мир, если ваш ум смог дать вам столько много великого знания, столько много великих наук, этот ум придумал уже Библию, Коран, Бхагавад-гиту, но все это ваш ум, то вы можете просто подумать, насколько могущественны вы сами, вы истинны, ваша душа. Если ваш ум настолько силен и могущественен, тогда почему вы не обратитесь к себе истинному, к тому, кто вы есть на самом деле? Постарайтесь найти время для этого. Немножечко времени нужно.
В 24 часа можете быть занятыми в этом внешнем мире. Будьте умом 24 часа. Но найдите в этих 24 часах несколько минут всего лишь, чтобы вы перестали быть своим умом, а стали тем, кто вы есть на самом деле. И будьте уверены, что за эти несколько минут вы не должны двигаться, что вы не должны думать, что вы не должны ничего хотеть. Если вы сможете достичь такого состояния, без движения, без хотения, без понимания, без мыслей, без всего, тогда вы станете тем, кто вы есть на самом деле, и вы станете всем. Вы сами станете Сати Сай Бабой, вы сами станете Юртешвар Гири, вы станете Йогананд Парамаханса, вы станете Буддой и Кришной, вы станете всем. Но вы не есть тот, кто вы есть на самом деле. Вы не становитесь тем, кто вы есть на самом деле. И ваш ум вас продолжает заставлять вас ходить туда-сюда и к разным людям обращаться, и собирает разного рода знания, информацию и мусора, в конце концов, от разных людей, учителей и мастеров. И именно поэтому в результате мы все оказываемся в мусоре, в которые есть наши сомнения. Поэтому бросьте это все и вернитесь к себе, к тому, кто вы есть на самом деле, в себя. Для начала вы начните уважать свою душу. Признайте себя человеческим существом, у которого есть великое тело, и которое это тело не дано для того, чтобы просто так его взять и использовать на пустяки. Ваше тело — это великий храм. Держите в чистоте этот храм. Держите в чистоте свой ум. Развивайте свою осознанность, свою отстраненность от ума и тела. То есть то, что вы не есть ум и не тело. Что начните верить в то, что вы можете сделать великое дело, что вы можете развить великую любовь, вселенскую любовь. Что вы собираетесь получить возможность принимать совершенные решения, понимать все правильно. И это совершенное решение, это совершенное мышление, это совершенная любовь и сделает вас Буддой, Иисусом Христом и всеми святыми вместе взятыми. И для этого вам нужно совершенно не ходить ни туда, ни сюда, в поисках кого-то. Вам нужно просто взять и вернуться внутрь себя, стать тем, кто вы есть на самом деле. Потому что самое великое в этом мире ждет вас внутри вас самих. И в противном случае вы будете блуждать в этом мире постоянно, жизнь за жизнью, тысячи жизней. И вы увидите много указателей, куда идти и что делать. И вы встретите много разных мостов, чтобы пересечь одну реку. Но вы так и не получите шанса перейти туда, где находитесь вы сами. Вас будут привлекать, вы будете и другого кого-то привлекать. Вас будут любить, вы будете любить. И все это будет уводить вас изнутри, наружу. Это все будет уводить вас от самих себя, от своей души. Но если вы начнете любить свою душу, свою истинную душу, вот в этой чистой божественной форме, центр всего вашего существа, если вы поймете, что все остальное всего лишь внешне по сравнению к этому центру, и это принадлежит вам, ваш ум и ваше тело, ваш разум, если вы начнете думать об этом и постарайтесь достичь того состояния, где вы есть истинный, и больше нет ничего, ни ума, ни тела, никаких миропониманий, ничего, только вы, ваша чистая душа, в чистой божественной форме, тогда вы поймете, что это значит, стать самим собой на самом деле. Вы познаете, что такое просветление, самореализация, что значит «мы есть Господь». И вы, как человеческое существо, как человек, только вы имеете право на познание вот этой истины, скрытой внутри вас. А все остальные мастера могут придавать вам только еще больше сомнений, развивать и разжигать ваше еще больше любопытство, ментальное любопытство. Но они никогда не попросят вас бросить все и пойти внутрь себя, там, где есть центр вас. И они будут говорить о том, что они самые лучшие учителя, что они реализованные мастера, что они много чего достигли. Они будут привлекать вас. И вы снова потеряетесь вовне от своей души. Бросьте это все и просто вернитесь обратно к себе истинному, в свой центр. Спасибо.